Привет, друзья! Вы на канале Денис у микрофона. Признаюсь честно, вот иногда руки опускаются. И кажется, ну вот кому оно нужно? И все эти субтитры, все эти видео. Ну вот думаешь, хорошо, собрал там все, что насобирали на карту, на PayPal, вот все эти пожертвования, расплатился со всеми, расплатился за расшифровку видео, за перевод, за помощь с тем, чтобы все это разместить в нужном месте в видео. Ну, в общем-то, непростая задача. Не хватило. Добавил там свои какие-то деньги. Слава богу, так сказать, никому ничего не должен. Но думаю себе, ну стоит ли вообще продолжать? И тут видишь, там PayPal какой-то перевод. Тут видишь, вот иногда, знаете, приват показывает прям место, откуда это посылалось. И где вот был тот терминал самообслуживания, через который человек клал деньги. Где-то там окраина Черновцов. И вот прям показывает место возле одного из местных рынков. И понимаешь, что ну вот нужно и важно. Получаешь сообщения, получаешь какие-то вот воодушевляющие, что нужное дело, вот нам действительно нужно, мы переживаем. И понятно, что каждый свои две лепты по-разному вносит, да, кто-то может там финансово участвовать, кто-то делает перепосты, кто-то публикует в каких-то группах, кто-то делится видео, кто-то помогает собрать материал, информацию, и все это очень-очень важно. Потому, друзья, спасибо вам, что вот не даете рукам опуститься, и продолжаем говорить. Сегодня город Переяслав, это недалеко от Киева, там, к сожалению, был захвачен Свято-Троицкий храм. И сегодня мы увидим, как это было, так сказать, глазами очевидцев. Это люди, которые снимали это все, не побоялись взять телефоны, не побоялись достать их там из юбок и штанов, вот достать для того, чтобы снимать все эти видео. Обычные православные христиане, христианки, которые вот хотят защитить свои святыни. Понятно, они не могут это сделать физически, они не могут идти воевать с этими захватчиками, они не могут им дать отпор физически, они могут молиться, они могут смиренно проходить через эти испытания, ну и, конечно же, фиксировать все эти преступления. Это очень-очень важно, чтобы все было зафиксировано. Давайте начнем. І з того часу відсторонений від настоятель і вибрана нова парафіяльна рада на голові із головою церковного комітету, і тоді сформувався статут. І після того статуту, як почав формуватися і був затверджений у відділі справа релігієзнавства, уже цей настоятель є бувший, бо новий староста, голова громади, який був під час сформований, він утворив нову організацію, нову громаду. Він не утворив, він відсторонив. Громада відійшла, відсторонила. Ну, как вы понимаете, сами представители ПЦУ немного путаются в показаниях, они не совсем понимают весь этот механизм, а там механизм был простой. Нагоняли бюджетников, делали какие-то фейковые собрания, в то же время, когда общины храмов тоже молились и тоже проводили свои собрания. И принимали решение оставаться в лоне Украинской Православной Церкви. Но понятно, что там при содействии мэра города, при содействии других структур, в общем-то старались все это продавить, чтобы поскорее храмы эти забрать. И какой-то момент был там судов, какой-то момент был, когда православным христианам удавалось удерживать свои святыни, но здесь, похоже, они просто-напросто, представители ПЦУ, пошли, уж простите за мой французский, по беспределу. Ось несуть болгарку, будуть різати болгаркою. Есть ли у тебя, как говорится, какая ни на есть программа? Ну а как же можно без программы? Ну что я вам, бандюга с большой дороги? Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один, стоят за свободную личность. Значит, будут грабить. И, в общем-то, грабить и начали. И что интересно, эти замки они сами же повесили. Эти замки повесили представители ПЦУ, и об этом прямо говорят жители Переяслава. И в то же время они их срезают, чтобы поскорее скрыть следы своего преступления. Ведь там явно и отпечатки, и многое другое осталось. И, в общем-то, я искренне надеюсь, что эти видео когда-то послужат основанием для возбуждения целого ряда уголовных дел по религиозному рейдерству, по разжиганию межконфессиональной розни, межнациональной, и эти люди ответят. И даже если они не ответят ни перед каким земным судом, то уж точно там, перед судом небесным, им придется отвечать. Понятно, вы тут заметили одного известного многим, к сожалению, печально известного персонажа, уроженца Закарпатья, замечательного региона страны, где и такие сорняки, к сожалению, прорастают, который является, как он сказал, военным капелланом ПЦУ, вероятно, навоевался, решил здесь поактивничать в Переяславе
И у него так называемый позывной, прозвище «Ведьмак». И я не шучу. Действительно ведьмак. И причем этот позывной он явно выбирал себе сам. То есть якобы священник, в кавычках, ПЦУ, который называет себя ведьмаком. Но, в общем-то, я даже не знаю, что меня в следующий раз может удивить больше. Но и тот самый звук, с которым ассоциируется каждый захват храма сторонниками ПЦУ. И нет, это не люди пришли свой храм получать. Это люди пришли захватить чужой храм. Храм, в который они не ходили. Храм, к которому они не имеют никакого отношения. Храм, в котором они гвоздя не забили. Они пришли отжимать храм Украинской Православной Церкви, действующей религиозной общины. И вот как это происходит. И вот как раз мы видим этого самого ведьмака с его такой вот интересной прической. А здесь он стоит со своими подельниками и что-то там показывает пальцем. Наверное, очень не нравится ему, что действия его снимают на камеру или на телефон. Очень не нравится ему, что рано или поздно за это придется отвечать. Ведь это просто-напросто вопрос времени. А что же церковная община? А слава богу, она собирается. Да, они не могли в последнее время собираться в храме. Там висели эти замки. Замки повешены опять же представителями ПЦУ, которые тут же их демонстративно срезают и врываются в храм. А они собирались в доме. В доме, тут же недалеко от храма. И иногда, когда не помещались в доме, например, на престольный праздник, на Троицу, то собирались и молились, служили литургию прямо во дворе. И, к сожалению, мы можем констатировать, что Троицкий храм в Переяславе захвачен религиозной структурой ПЦУ. Не перешел, не переведен, он захвачен. И важно называть вещи своими именами. Не первый, к сожалению, не последний храм. Мы видим, что эта волна идет, она продолжается, она расширяется. Там проблемы и у Успенского собора, и, в общем-то, об этом мы поговорим отдельно. Но сегодня хотелось бы зафиксировать все по Свято-Троицкому храму, чтобы все это могли увидеть. Чтобы люди в разных странах, которые переживают о судьбе православной церкви, могли увидеть. И мы понимаем, что все это покрывается и представителями власти, покрывается представителями духовенства, покрывается фонаром, в конце концов, покрывается многими другими, которые пытаются не замечать все эти преступления, которые тщательно будут фиксироваться. И поверьте, все это останется в памяти. Все это останется и будет использовано для того, чтобы каждое зло было наказано. Поделитесь, пожалуйста, этим видео максимально со всеми, с кем вы только можете. Очень важно, чтобы об этом узнало как можно больше людей. Подписывайтесь на канал Денис у микрофона и до скорой встречи.